Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. И сегодняшний мастер-класс у нас посвящен вот таким мокасинам. Я думаю, что они вам понравятся, тем более они хорошо подойдут для людей, у кого широкая ножка. Но их можно связать и на узкую, в процессе вязания я вам обязательно расскажу. Все материалы на моем канале для вас, друзья, абсолютно бесплатны, поэтому буду вам очень благодарна, если вы поставите лайк. Не забудете подписаться на канал, чтобы получать уведомления о следующих видео, которые будут выходить, а также если вы напишите пару слов в комментариях. Это хорошо поможет развитию моего канала, и я буду для вас больше записывать видео. Ну и давайте начнем. Подошву я взяла вот такую, буду вязать на 36 размер на широкую ножку. Здесь у меня высота подошвы 2 сантиметра, бортик 0,8. Крючок буду использовать 2,5, а пряжа у меня вот такая Мелисса Перлес номер 5. Это 100% катон, и здесь у меня на 70 грамм 290 метров. Очень тоненькая пряжа, поэтому буду вязать ее в 2 сложения. Возьму вот один моток и в принципе с обоих сторон изнутри возьму ниточку из краю и буду вязать вот так в 2 нити. Ну, еще понадобится пару маркеров вот таких, будем использовать в процессе вязания. Итак, начнем. Я подготовила подошву. Сделала отверстие на расстоянии 0,5 сантиметра друг от друга. Вот специально замеряю, показываю вам, потому что спрашиваете, говорите, не похоже, что 0,5. 0,5 сантиметра между отверстиями. В каждое отверстие провязала по 2 столбика без накида по кругу. Начала с середины пятки. Берем нить, вот так я беру с обоих сторон мотка нить и будем вязать. Начнем вот отсюда. Здесь на пяточке делаем отметочку, чтобы параллельно было. И будем начинать вязать. Сначала первый установочный ряд, весь ряд по кругу столбиками без накида, а там, где маркер, мы потом уже второй ряд будем на нем останавливаться. Присоединяемся и двигаемся в каждую петлю обвязки подошвы. Вяжем столбик без накида от начала до конца ряда. Конец нити, который у нас остался, мы ввязываем сюда сразу в вязание. Двигаемся до следующей стороны. Маркер не закрепила, выпал, но ничего страшного. Потом мы его снова поставим и наметим, куда нам вязать. Провязываем весь ряд от начала до конца. В конце ряда соединительный столбик. Вот конец ряда, вяжем соединительный столбик в первую петлю, затем воздушная петля подъема и дальше вяжем по рисунку. Будем чередовать короткие и длинные столбики без накида, то есть один столбик вяжем из петли предыдущего ряда, второй столбик вяжем из петли на ряд ниже. Дальше опять из петли предыдущего ряда и следующий на ряд ниже. Буду сейчас показывать ближе, чтобы вам было понятнее. А вот опускаемся на ряд ниже, провязываем столбик без накида. Теперь в петлю предыдущего ряда столбик без накида. На ряд ниже столбик без накида. В петлю предыдущего ряда столбик без накида. Продолжаем так их чередовать.
провязываем так вот сюда, где мы с вами ставили маркер, вот до этой стороны, чтобы параллельно было той стороне. Вот здесь у нас ряд закончился. Сейчас мы вот эту последнюю петлю переставляем на маркер, а нить протянем в начало ряда. Теперь с этой стороны от первой петли отступаем вперед 3 петли и в третью петлю начинаем вязать столбики без накида. Вяжем по рисунку. Первые 3 петли столбики без накида, а дальше идет длинные короткие столбики, но уже в шахматном порядке. Где у нас были столбики без накида длинные, то из петли на ряд ниже мы вяжем из петли предыдущего ряда над ними, то есть короткие, а над короткими вяжем длинные. Думаю, что вам видно будет вот сейчас, как я это делаю. Следим за тем, чтобы короткий столбик был над длинным, а потом между двумя длинными, чтобы был один короткий. Если будут лишние столбики провязаны, будет очень некрасиво и пятка у вас не получится. Поэтому тут очень четко. Над длинным столбиком один короткий, между двумя длинными будет один длинный. И над следующим длинным снова короткий. Доходим до маркера, и вот здесь последний столбик провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Снимаем ее на крючок и вот вместе с этой петлей провязываем последний столбик. Дальше, когда мы этот столбик провязали, мы довязываем еще 3 дополнительных столбика без накида. Вот как мы с той стороны отступали 3, да, петли, теперь мы здесь провязываем дополнительные 3 столбика без накида. И последнюю петлю ставим снова на маркер, а нить протягиваем в начало ряда. Дальше вяжем аналогично. Отступаем 3 петли, с 3 петли начинаем следующий ряд, вяжем в шахматном порядке длинные короткие столбики, доходим до маркера, там точно так же провязываем 3 дополнительных столбика. Затем петлю переставляем на маркер, нить возвращаем в начало ряда и точно так же двигаемся дальше. Идем вперед и провязываем 8 таких рядков.
Вот так я провязала, но не 8, а 10 рядков, потому что 8 посчитала, что маловато. Поэтому провязала вот вверх 10 рядков. И получилась вот такая основа для пяточки у нас. И дальше будем продолжать вязать по кругу от вот этой петли, которая у нас сейчас на маркере. Вязать будем продолжать точно так узором, длинные короткие петли. Вот на какой мы остановились. Если у вас получилось длинный столбик, значит начинаем с короткого следующий. Если с коротким вы закончили, значит с длинного. И вяжем точно так же по рисунку, по кругу несколько рядов подряд. Ну, будем смотреть, какая... Вот здесь мы будем регулировать высоту подъема. Если ножка очень широкая, вот я вяжу на широкую ножку, я буду вязать 7 рядов наверх. Если у вас ножка уже, то можно связать 4 ряда, 5 рядов. В общем, нужно примерять, смотреть. Обычно на узкую ножку достаточно 4 ряда вот такого подъема. Ну и давайте двигаемся по кругу без остановки. Вяжем таких необходимое количество рядов. У меня будет 7 рядов. Вот здесь перед проходим, и дальше у нас по боковой части продолжаем также по рисунку. Смотрим, чтобы рисунок у нас совпал. Если вдруг там у вас не совпадение, то объедините 2 петельки в одну. Вот я провязала все ряды, теперь заканчиваю ряд здесь же, где мы его начинали. Сейчас мы закончим его соединительными столбиками. Вяжем 2 соединительных столбика. Нить теперь обрезаем и конец нити прячем в вязание. Перетягиваем ее на изнаночную сторону и между нитями прячем. Теперь приступаем к переду. Находим центральную петлю впереди и от этой центральной петли отсчитываем в обе стороны по 25 петель. Ставим маркеры здесь 25 петель справа и 25 петель слева и будем начинать вязать от первого маркера. Вот с этой стороны начинаем вязать первый ряд. Первый ряд от маркера и до последнего маркера вяжем столбиками без накида.
Продолжаем вязать, провязываем все 50 петель вот до этого маркера. Изнаночный ряд делаем воздушную петлю подъема и провязываем столбики без накида точно так же в обратную сторону до начала ряда. Начинаем ряд с самой первой петли, которая от крючка. Следующий ряд. 2 воздушные петли подъема, накид, протягиваем нить, оставляем на крючке, не провязывая. Накид, протягиваем нить, не провязываем. Накид, протягиваем нить, не провязываем. Теперь провязываем все вместе столбиком без накида. Затем берем 2 нити последние и провязываем еще столбик без накида. Вот такой получился столбик. Теперь пропускаем петлю и повторяем. Накид, протягиваем нить, оставляем на крючке, не провязывая. Накид, протягиваем нить, не провязываем. Накид, протягиваем нить, не провязываем. Затем провязываем все эти нити вместе столбиком без накида. И последние 2 нити перепровязываем еще раз столбиком без накида. Снова делаем накид, пропускаем петлю и дальше опять протягиваем нить, не провязываем. Делаем накид, протягиваем нить, не провязываем. Накид, протягиваем нить, не провязываем. Теперь все провязываем вместе столбиком без накида. И последние 2 нити перепровязываем еще раз столбиком без накида. Я надеюсь, что вы уже поняли, но буду еще показывать. Повторяем, протягиваем нить с накидом, не провязываем. Накид, протягиваем нить, не провязываем. Накид, протягиваем нить, не провязываем. И только потом провязываем их все вместе столбиком без накида. И еще один столбик без накида из последних 2 нитей. Сейчас попробую еще ближе показать. Вот так пропускаем петлю, делаем накид и протягиваем нить, не провязывая. Потом накид, снова протягиваем нить, не провязывая. И накид, снова протягиваем нить. Потом все эти нити провязываем вместе столбиком без накида. И вот последние, под последние 2 нити вводим крючок и провязываем еще один столбик без накида. Накид, пропускаем петлю, протягиваем нить, не провязываем. Накид, протягиваем нить, не провязываем. Накид, протягиваем нить. И теперь все вместе провязываем столбиком без накида. Затем последние вот эти 2 нити, под них вводим крючок и провязываем еще один столбик без накида. Думаю, что очень я доходчиво показала. Вот так мы вяжем до конца ряда. Провязываем последний элемент, столбик без накида, затем под последние 2 нити еще один столбик без накида. И будем разворачивать вязание на изнаночную сторону.
Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся. И вот здесь будем вязать столбики без накида. Вот в эти вторые петли, которые мы вязали, столбики без накида. Сейчас покажу, их будет очень хорошо видно. У нас в предыдущем ряду такие пышные столбики, над каждым из них мы вязали столбик без накида, общую вершину делали и еще один дополнительный столбик. Вот в дополнительный столбик, в каждый дополнительный мы вяжем столбик без накида. Вот если вы расправите вот так, посмотрите на этот ряд, вы просто четко увидите вот эти вот петельки, в которые надо будет заводить крючок. А вот видите, как их хорошо видно? Вот это, вот это, вот это, вот эти вот петелечки, их очень хорошо видно. Сюда в каждую мы вяжем столбик без накида от начала до конца ряда. В конце 2 воздушные петли подъема и повторяем тот первый ряд, который мы делали с пышными столбиками. Накид протягиваем, нить оставляем на крючке, накид протягиваем, нить оставляем на крючке, накид протягиваем нить и провязываем общую вершину столбиком без накида. Затем под последние 2 нити протягиваем крючок и провязываем еще один столбик без накида. Все делаем точно так же. Пропускаем опять петлю, через одну петлю делаем такие пышные столбики с общей вершиной и дополнительный столбик без накида. Провязываем так до конца ряда. В конце ряда воздушная петля подъема, разворачиваемся потом на изнанку, изнаночный ряд вяжем точно так в дополнительные столбики, вот эти вот, где у нас петли такие, их видно, провязываем по столбику без накида весь ряд. Теперь 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание на лицевую сторону, вяжем еще один ряд с пышными столбиками.
Довязываем до конца ряда, и следующий ряд точно так, столбики без накида, изнаночный ряд. Вот у нас получилось 3 ряда пышных столбиков и 3 ряда столбики без накида. Теперь последний ряд делаем 2 воздушные петли подъема. А теперь в каждую петлю столбики с одним накидом, но не завершая их. Вяжем по-особенному. Сначала провязываем петлю, потом провязываем накид и оставляем его на крючке, эту петлю. Опять делаем накид, берем, провязываем сначала петлю, потом накид и оставляем на крючке. Вот провязали все петли, и теперь все одним столбиком без накида связываем. Через все петли протягиваем нить. И напоследок воздушная петля и обрезаем нить. Дальше вязание начинаем вот отсюда, с этого угла, и вяжем столбиками без накида первый ряд. Отступаем одну петлю по боковой линии и начинаем вязать столбики без накида. Весь ряд в каждую петельку, там где у нас длинный столбик, то есть с накидом, который идет туда, вяжем 2 петельки, 2 столбика. Вот так поворотными рядами провязываем несколько рядов. Вот всего я провязала 3 изнаночных ряда и 4 лицевых. Последний ряд у меня лицевой. Теперь я его заканчиваю вот здесь и перехожу сразу к обвязке боковой и задней части. Обвязку буду делать столбиками, полустолбиками, но накид буду брать не как обычно спереди, а снизу поддевать. Вот смотрите внимательно, как я это делаю. Беру снизу накид и потом провязываю полустолбик. Снизу накид и провязываю полустолбик.
Доходим вот сюда до угла, угловую петлю пропускаем и переходим на обвязку переда точно такими же полустолбиками с накидом снизу на крючок, делаем обвязку переда. А вот здесь я вам еще не показала, извините, забыла. Вот здесь на пятке я делаю 2 убавления. 2 раза провязываю по 2 петли вместе. Вот такое убавление я делаю, чтобы тут пяточка более плотно садилась. В принципе, можно резиночку привязать вот в ряд обвязки, а можно сделать вот такие пару убавления. Но это потому что широкая ножка. Заканчиваем вот тут обвязку и ряд заканчиваем 2 соединительными столбиками. Затем обрезаем нить и прячем конец нити с изнаночной стороны в вязание. В принципе, наши туфельки уже готовы, мокасинчики. Мы можем их вот в таком виде уже носить. Ну, а я хочу еще украсить здесь перед, потому что, мне кажется, он еще не завершенный. Сюда можно какие-то цветочки связать, можно какие-то брошки поставить, пуговицы. Но я хочу сюда связать косичку. Вот эту косичку я хочу поставить впереди. Мне кажется, она очень хорошо подойдет к этой туфельке. Крючок беру чуть побольше, 2,75. Для вязания косички набираю 15 воздушных петель и закрываю их в круг. Вот набрали 15 воздушных петель. Теперь в первую петлю соединительный столбик закрываем в круг. Воздушная петля подъема. Дальше вяжем 2 ряда. Первый ряд столбик без накида в каждую петлю, а второй ряд в каждую петлю соединительный столбик. Дошли до конца ряда. Здесь в первую петлю соединительный столбик и дальше по кругу в каждую петлю соединительные столбики. Когда прошли весь ряд, теперь набираем 17 воздушных петель. В прошлый раз мы набрали 15, это был у нас первый круг, а теперь 17. Набираем воздушных петель.
И закрываем их в круг не в первую петлю, а в третью петлю от предыдущего ряда. Третья петля. Закрываем в круг соединительным столбиком. То есть 2 петли пропускаем от начала и в третью закрываем в круг. У нас получается каждый круг по 15 воздушных петель. Дальше вяжем точно так же, как предыдущий круг. То есть первый ряд провязываем столбиками без накида в каждую петлю. Второй ряд провязываем соединительными столбиками в каждую петлю. Провязали оба ряда, набираем снова 17 воздушных петель и вяжем третий такой круг. Таких вот колец, кругов мы должны провязать 10 штук. Каждую цепочку из воздушных петель следующую закрываем в круг в третью петлю от предыдущего ряда, от начала. То есть 2 петли пропускаем, в третью закрываем. В каждом кольце должно быть 15 воздушных петель. Провязываем 10 таких колец. Когда наши 10 колец провязаны, мы закрываем ряд. То есть нить обрезаем, прячем конец нити в вязание и теперь будем собирать его в косичку. Собираем вот таким образом от первого кольца. Берем второе кольцо, разворачиваем его так, чтобы оно вышло потом лицевой стороной и продеваем его через первое кольцо. Расправляем аккуратненько и потом берем третье кольцо и продеваем его через второе кольцо. Точно так же расправляем. У нас вот эти 2 воздушные петли, их должно хватать без натяга. Потом берем четвертое кольцо, которое продеваем через третье и так далее. Процесс, в общем-то, несложный. Просто смотрите, чтобы эти вот кольца выходили наружу и расправлялись лицевой стороной. То есть слегка их поворачивайте. Все очень просто. Вот так одно за одним мы вставляем эти кольца друг в друга, начиная от первого и до последнего. Вот такая у нас получается косичка. Собираем ее до конца и уже потом будем ее прикреплять к изделию. Вот косичка наша готова. Теперь она у нас будет вот сюда крепиться. Даже показывать не буду, как крепиться, потому что просто беру иглу для вязаных изделий пластиковую и этой же нитью аккуратненько, незаметно, крепко пришиваю эту косичку вот к этому изделию. И наша туфелька уже будет готова. Я подумала, что очень хорошо будет смотреться здесь посередине брошечка. Вот у меня такие брошки есть. Я прикрепила, поставила ее по центру. И, в общем-то, очень красиво смотрится. Все, наши мокасины готовы. И мы можем постелить стелечку. И все, и носить. Дорогие друзья, если это видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписываться на канал, потому что будет еще очень много видео, и вы будете подписаны, тогда будете получать уведомления. Если у вас найдется 1 минута времени, напишите, пожалуйста, в комментариях пару слов. Я буду очень рада. Если у вас есть вопросы, пишите, я на них обязательно отвечу. Желаю вам ровных и красивых петелек и до новых встреч!